В общем, закрылось все, что открылось. I'm very frustrated and disappointed by the latest developments. Если вы посмотрите на нынешнюю президентскую гонку в США, то вы поймете, что в ней участвуют два откровенных старпера. Spiking cases really can't be attributed to the protests. Какого хрена они пошли в этот бар, если можно прекрасно смотреть Netflix и пить свое пиво, как это делает у меня мой прекрасный муж? Всем привет, вы на канале Олеся Винклер, и это очередной выпуск моих новостей от блондинки из-за границы. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь на канал Олеся Винклер и продолжайте смотреть это видео, где мы обсудим протесты, школы и многое другое, что сейчас происходит в Америке. Специально для сегодняшнего выпуска я нагладила и одела эту прекрасную футболку с Владимиром Владимировичем. Хочется поздравить его с голосованием за поправки к Конституции и отметить, что, конечно, Владимир Владимирович, наверное, долговато уже находится на посту президента, но между тем он относительно молод по сравнению с многими другими лидерами, он физически здоров, он в хорошей форме и отличается нормальным умственным состоянием. Если вы посмотрите на нынешнюю президентскую гонку в США, то вы поймете, что в ней участвуют два откровенных старпера. Трампу уже 74, а Джо Байдену 77, что аж на 10 лет больше, чем Владимиру Путину. И между тем они оба соревнуются за пост президента, никого это не смущает. Если посмотреть, например, на Европу, то Ангела Меркель, которая всего лишь на 2 года моложе Путина, уже лет 15 является канцлером Германии, и это также не вызывает никаких вопросов. Поэтому я думаю, что мы можем пожелать Владимиру Владимировичу долгих лет жизни, крепкого здоровья. It's disappointing that there's a path now for Putin to be in power as the president through 2036 because at 20 years in already, I think that's much too long for one person to be in power. And I'm somebody who understands that Putin did a lot of good things, particularly in the first 10 years he was president. But now it's just been too long. It's time for somebody else to be in charge. Все разговоры о том, что теперь этот Кощей Бессмертный всей Руси будет сидеть на своем посту до 2036 года, я думаю, явно преувеличены. Ребята, давайте для начала доживем до конца 2020-го. Это уже очень сложный и непредсказуемый год, который принес много плохих новостей, поэтому давайте доживем, а там видно будет. Теперь мы переходим к новостям Америки и Калифорнии, где я сейчас нахожусь. Большой новостью буквально на днях стало то, что Америка, правительство Америки создало штаб по борьбе с коронавирусом. Кажется, немножко поздновато. Мы вообще-то скоро, видимо, перейдем 3 миллиона инфицированных в США, но, видимо, лучше поздно, чем никогда. На 3 июля в Америке уже более 131 тысячи человек умерло от коронавируса. Энтони Фаучи сказал, что если все будет так же продолжаться, мы будем иметь не только примерно 40 тысяч зараженных в день, но это число вырастет до 100 тысяч случаев, что, конечно, является ужасным. И, например, в Калифорнии количество госпитализированных людей за 2 последние недели выросло на 56%, что является очень плохим показателем. I'm very frustrated and disappointed by the latest developments. During the period from mid-March until mid to late June, I was feeling better because I was feeling like since we had the lockdown that people were doing the right thing and we were headed in the right direction. But since we reopened, the behavior has been very irresponsible. People just not wearing masks, not taking the precautions that they should take, and gathering in groups where the people were not wearing masks. That disappoints me, and I can see that now with a spike in cases in a bunch of states, including California, the situation's kind of out of control, and I don't really know when it will get back under control. В видео за прошлую неделю я довольно детально рассказывала о том, что происходило в Америке все эти предыдущие месяцы и почему мы оказались в такой странной ситуации, что мы возглавляем список всех стран и никак не можем справиться с этой пандемией. Многие люди говорят, что протесты, которые проходили в прошлом месяце, конечно, сильно способствовали заражению. Я думаю, что они в какой-то мере способствовали этому. Но также, я думаю, основная причина этой плохой ситуации в Америке является то, что страна пытается очень серьезно усидеть на 2 стульях. С одной стороны, побороть вирус, а с другой стороны жить обычной жизнью и открывать бизнесы. Для примера скажу вам, что некоторое время назад в Лос-Анджелесе открылись бары, и было посчитано, что в первую же ночь бары посетили 500 тысяч человек. Вообще хочется спросить всех этих людей, какого хрена они пошли в этот бар, если можно прекрасно смотреть Netflix и пить свое пиво, как это делает у меня мой прекрасный муж, и все замечательно проходит без каких-то последствий. Лишь скажу, что несколько дней назад бары снова закрылись, рестораны снова закрылись,
открылись на внутреннюю посадку. В общем, закрылось все, что открылось. Я думаю, что страна, которая пытается решить два вопроса одновременно, не может победить этот вирус. Well, with regard to the protests, most of the people I saw were wearing masks during the protests. And honestly, when you look at the whole population of the US, we're talking about a 330 million person population. There's a very small percentage of those people who were involved in protests. Spike in cases really can't be attributed to the protests. On a broader level, the reopening of restaurants and in particular bars and people gathering in those places without wearing masks and without observing the social distance rules, and people getting back to work and again really not observing the rules that we needed to observe. I think that was the much bigger reason for the spike in the cases. Я также думаю, что проблема заражения в Америке не в том, что люди не носят маски, потому что в моем штате огромное количество людей, кстати, носят маски, да, несмотря на то, что вопрос масок в Америке политизированный. From the beginning, in March, there's been a controversy or disagreement over how necessary it was to wear masks, particularly in public places where you couldn't social distance. That's wrong. We all should have been on the same page, and it should have been from the top down, you know, our president, our federal administration saying it's really important to wear a mask. Not like, people can make their own choice on this, and, you know, do what you want to do, don't feel constrained. And in fact, what our president did was the opposite. He said, you know, masks are okay, but, you know, I feel no need for national rule to wear masks. And frankly, personally, I'm not going to wear a mask. And I'm going to have rallies where people come together, thousands of people come together, and they're not encouraged to wear masks. In fact, they're discouraged from wearing masks. So that was not good at all. And if you look at the numbers, which I think very few people in America look at the numbers in other countries, you can see that the countries that adopted wearing masks as mandatory very early on, they did the best in terms of managing their number of cases and deaths. And we didn't. Я вижу, что очень многие люди носят маски, но я также вижу, что другая часть людей продолжают собираться на пляже большими компаниями, разными семьями, идут друг друга на дни рождения, делают, в общем-то, то, что нежелательно делать. И, конечно, при таком уровне социализации мы можем бороться с этим вирусом бесконечно. Еще одной проблемой в штате Калифорнии, по крайней мере, является то, что нет никаких наказаний. Буквально только на днях, когда у нас пошли большие вспышки заражения, например, в городе Западный Голливуд, шериф наконец-то объявил, что он будет штрафовать людей, которые без маски появляются в общественном месте, и штраф составит $300. Это единственное упоминание о штрафе, которое вообще появилось за все это время. В Америке очень боятся наказывать, говорят, что нужно проводить образовательные кампании относительно того, как важно носить маску, и вот то, что люди не чувствуют, что будет какое-то наказание за то, что они не соблюдают правила, также ведет к этой ситуации, что заражения постоянно растут. Из новых мер, которые приняты по борьбе с коронавирусом, на 3 недели снова закрываются рестораны на посадку внутри, но при этом расширяются все возможности посадить людей на улице. Также в спортзалах введено новое требование заниматься не только в масках, но теперь и в перчатках. Также закрываются снова зоопарки, музеи и аквариумы. И самое главное, что сегодня 3 июля, и на длинные выходные полностью закрывают пляжи практически по всей Калифорнии для того, чтобы избежать большого скопления людей, потому что 4 июля День независимости США, огромный национальный праздник, и это тот праздник, когда люди как раз любят тусоваться вместе большими компаниями на пляже, делать барбекю, и вот эти выходные должны показать, насколько мы способны приостановить рост заражения коронавирусом, либо наша ситуация полностью выйдет из-под контроля. Следующая новость, что происходит со школами в США. Многие университеты уже объявили, что они начнут дистанционное обучение, что в конце августа или в сентябре студенты явно не должны будут появляться на кампусах. Относительно же обычной государственной школы мы пока ждем известий. В нашем районе, который называется Саут-Бэй, Южный залив под Лос-Анджелесом, многие родители создали петицию, например, чтобы ее подписать, с требованием открыть школы, открыть пятидневку, вернуться к обычной жизни. Родители апеллируют тем, что многие из них работают так называемыми необходимыми работниками, то есть кассирами, врачами, медсестрами, полицейскими, да, и им просто некуда девать детей. А мне понятна их позиция,
позиция. В нашей семье я пока не работаю, поэтому ситуация проще, и только один ребенок должен пойти в первый класс. Но мне также понятно, что эта позиция, наверное, все равно не является правильной, если ситуация в школах будет небезопасной. По последним опросам в Лос-Анджелесе 20% родителей все же не готовы водить детей в школу в такой ситуации. Но что самое интересное, 36% учителей не готовы возвращаться. Под конец обсудим ситуацию с протестами в Америке. Я живу в очень маленьком городке Редондо-Бич в округе Лос-Анджелеса, который по преимуществу белый городок. Это такой приличный городок, где живут достаточно обеспеченные американцы, поэтому у нас все тихо, у нас все нормально, и никаких таких стычек не происходит. Поскольку в Америке сейчас продолжается вспышка коронавируса, да, многим американским чиновникам задают вопрос: ну почему вы сейчас обязуете всех людей носить маски даже около океана, если были эти протесты, где люди шляли, соответственно, без масок и скапливались огромными компаниями, а вот против протестов никаких мер не было введено. Они все апеллируют к первой поправке американской Конституции, которая дает гражданам право на протесты и, собственно, все. И вот такая демократия. Да, если бы нечто подобное происходило в России, я уверена, что применили бы силу, и такого бардака бы не случилось. Теперь же мы находимся в стране, где белый душил черного, теперь черные бьют белых, и полный беспредел. Закончим этот выпуск тем, что одно из самых популярных слов в Америке сейчас является indefinitely. Indefinitely означает на неопределенный срок. Многие бизнесы полностью закрыты, многие бизнесы закрыты indefinitely. First of all, over the last 6 to 8 weeks, the stock market has done very well, and the stock market's gotten ahead of the economy. Where we are economically is in a down place still. We are starting to see some shoots of a recovery, but we're still far off where we were in February. It's going to be a long time before we get back to normalization. The economy is not in a good place, so the stock market's really gotten ahead of it. The reason for that is because of the optimism about the recovery, a vaccine, but we're not there yet. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк этому видео, если такие новости из Америки вам интересны. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!